внимание моджинг к деталям, ядерная бомба и еще 75 секретов в Майнкрафте, о существовании которых вы даже и не знали. Моджинг оставили отсылку на себя в самом неожиданном месте. Вы это видите? На Эндер Кристалле написано Моджинг, такими же иероглифами, как в столе зачарования. Знали ли вы, что головы мобов на самом деле полезны? Сейчас объясню. Если надеть голову зомби, то радиус обнаружения игрока уменьшится на 50%. Это супер круто! Динамит не подрывает блоки под водой. Если вы не знаете этого трюка, поставьте TNT, на него песок и подожгите динамит. Теперь динамит взрывается даже под водой. Единственные три моба, которые могут атаковать вас на мирной сложности, это лама, рыба фугу и пчелка. Если зачаровать трезубец на верность, то он будет возвращаться вам в руку, когда вы его кинете. Но если ваш инвентарь заполнен, то он будет просто летать возле вас, пока не освободится место в инвентаре. Многие люди никогда не замечали, что эндерняк это буквально булыжник с инвертированной текстурой. Думаете, это невозможно? Поспешу вас огорчить. Все, что вам понадобится, это мухомор, земля и костная мука. Таким образом можно сломать все рамки портала и заменить их на любые другие блоки по вашему усмотрению. Или оставить все так, как есть. В снапшоте 20v14 Infinite, если подписать книгу как Isolation и кинуть ее в портал, то мы окажемся в другом измерении, где нас встретит этот ужасный дом. Почему же он ужасный? Единственными жителями этого дома является житель Боб и его 3 собаки. Если подкопать рядом с домом, то мы обнаружим закопанный сундук, в котором лежат гнилая плоть, кости и меч. Боб, почему под твоим домом лежат все эти вещи? Когда идет шторм, уровни снега могут расти, но по какой-то причине блок снега не падает на 3 блока в Майнкрафте. Это лед, плотный лед и рыхлый снег. Его даже поставить нельзя. Но с другой стороны, его можно поставить на синий лед, хотя по сути это одно и то же. Полностью невидимую броню в Майнкрафте можно выдать себе с помощью команды Attribute. 100 в конце это тот же показатель брони, что и фулл на зарядке. Лук, зачарованный на горящую стрелу, может ломать рыхлый снег. Вы никогда не встречали этого жителя в обычной игре, хотя достать его достаточно легко. Все, что вам нужно, это зомбифицировать его, отвести в биом джунглей и вылечить. И тогда у вас будет самый редкий житель в Майнкрафте. Если вы хотите заполучить овечку с редким цветом, но не хотите искать красители, то просто размножите уже имеющихся овечек. Сочетание цветов, к примеру, красного и синего дадут нам фиолетовый. С овечками то же самое. Диски в Майнкрафте странные штуки. Но самый странный это, наверное, диск 11. Помимо того, что он супер страшный, так он идет 1 минуту, 11 секунд и 111 миллисекунд, что в сочетании со звуками дает очень криповый эффект. Почти все текстуры в Майнкрафте сделаны очень хорошо, но почти не считается. Например, редстоунная пыль даже не соединяется по-нормальному, а железный шлем выглядит по-другому на игроке, если сравнивать его с иконкой. Но самый бесячий это котел, тут даже пиксели не сходятся. Големы не могут утонуть в воде. Помимо этого они не задыхаются и всегда будут опускаться на дно, что нельзя сказать про снежных големов. В 1.20 добавили голову пиглина, и она намного круче остальных голов. Конечно, единственный способ достать ее это взорвать заряженного крипера рядом с пиглином, но когда с ней ходит игрок, проигрывается очень крутая анимация. У него отрезают за ушки. Кстати говоря про головы, если поставить любую голову на нотный блок и активировать его, то проиграется звук этого моба. Это работает со всеми головами, так что вы знаете, как свести своих друзей с ума. Немногие знают, что если голем получил много урона, то его можно захилить с помощью сликов железа. Главное, не перепутайте кнопки. Если вы когда-либо строили железную дорогу, то вы могли заметить интересный паттерн в рельсах. Посмотрите, это же железная кирка. Если ударить свинозомби рядом с порталом в ад, то есть шанс, что заспавнится еще один свинозомби прямо в портале, который будет вас атаковать. С помощью этого трюка можно сделать себе бесконечный хп в Майнкрафте. Сначала съешьте зачарованное золотое яблоко, после чего сразу съешьте обычное золотое яблоко. Когда пройдет поглощение, повторите процесс. Таким образом можно настакать сколько угодно золотых сердец, и тогда даже варда не нанесет вам значительного урона. Ну типа. Если вы отражаете атаку рейда, то попробуйте ударить в колокол. Это не только заставит забежать всех жителей по своим домам, но и посветит ближайших рейдеров. Как удобно. Иконка рычага и факела практически идентична. Отличается только верхняя часть иконки. Во время полной луны увеличивается не только спавн слизней, но и спавн невидимых пауков тоже. Поэтому будьте аккуратны. Морские фонари на самом деле это не обычный блок освещения. Они имеют анимацию. Если присмотреться, то можно заметить, как морской фонарь как будто отдает волну из центра. Помимо морских фонарей, призмарин также имеет анимацию, но ее еще сложнее увидеть, потому что она длится 40 секунд. Если криперу кинуть любое зелье с эффектом, и крипер потом взорвется, эффект зелья останется на земле. Немногие знают, что если кинуть лисе меч, то она подберет его, и все чары на мече будут работать. То есть в теории таким образом можно сделать бесконечную ферму жареной курицы. Он что, следит за мной? Если вы хотите напугать друзей, то просто воспользуйтесь этим крутым трюком, и ваш дом превратится в местную достопримечательность. В игре есть несколько блоков, которые неожиданно излучают свет. Коричневый гриб, как пример. Однако немногие знают, что якорь возрождения светится в зависимости от того, насколько много светокамня вы в него положите. Если вы притащите Хоглина или Зоглина в верхний мир, то они зомбифицируются. Пиглин превратится в обычного свинозомби, а Хоглин в страшную версию Хоглина. Все знают, что если ударить свинозомби, то все свинозомби в округе начнут вас бить. Но если ваншотнуть свинозомби, то вам ничего не будет.
будет, и все свинки просто будут в непонимании. Если вам нравятся карты, то вы можете использовать этот крутой трюк. Нажмите правой кнопкой мыши карты по баннеру, и он высветится у вас на карте. Если заспавнить кошку в доме у ведьмы, то она будет черной, потому что в ведьминых домах спавнятся только черные кошки. Если стрелять луком под котлом, заполненным лавой, то все стрелы будут гореть. Таким образом, можно за бесплатно заиметь горящую стрелу. Панды ненавидят грозу. Сначала может показаться, что им вовсе плевать на дождь, но через какое-то время они начнут прятать мордочки в страхе. По какой-то причине волки панически боятся лам. Как только ламы подходят достаточно близко, собачки убегают, сломя головы. Фонари душ можно вешать даже под кувшинки. Ночью это будет смотреться круто. Думаете, это пианино невозможно собрать без модов? Вы ошибаетесь. Все, что вам нужно, это пару голов эндер дракона и пару поршней. Если пропихать ступеньки в головы, то получится крутая декорация для дома. Многие знают про эту редкую лошадь, но немногие видели зомби-лошадь. Ее так и не добавили в игру, но ее можно призвать с помощью этой команды. Она не только прикольно выглядит, но и регенерирует хп сама по себе. Так же, как и обычных зомби, зелья вреда ее не дамажат, а наоборот исцеляют. Круто! Знаете, что такое ядерная бомба? В Майнкрафте ее сделать достаточно легко. Всего лишь что нужно заспамить вагонетками с TNT в один блок рельс. Если ее случайно заденет... Все знают, что если пропустить стрелу через огонь, то, как ни странно, она загорится и даже сможет поджечь динамит. Но немногие знают, что если пропустить через огонь яйцо или даже снежок, она также загорится. А с удочкой это превращается в оружие массового поражения. Двери можно сделать из эндских стержней, потому что игрок сможет пройти, а мобы нет. Возможно, они воспринимают стержни как полный блок, так же как и люки. Когда приходит странствующий торговец, его лам можно забрать себе и размножить. У маленьких лам будет такая же шикарная одежда, что и у взрослых лам. Теперь можно сделать свою армию гламурных лам. Морские огурцы очень похожи на стебли тыквы. Если вас преследует армия мобов, то сделайте это простое убежище. Запрыгните в компостер и закройте за собой люк. Теперь ни один моб вас не достанет. И что делать дальше, это ваша проблема. Когда вы упали в лаву, выйдите из игры. И многие знают, что когда игрок только заходит в мир, у него есть окно неуязвимости, которое продолжается несколько тиков. Однако этого должно хватить, чтобы, к примеру, выбраться из лавы. Моделька яблока в Майнкрафте взята из другой игры, которая называется Legend of Chamber. Это предыдущая игра ночи. Сделать маленький аквариум на самом деле очень легко. Просто поставьте сундук, сверху поставьте стекло и залейте воду с рыбками в сундук. Крутой трюк. Выпрыгнуть из котла с лавой достаточно легко. Но если под котел поставить блок меда, выпрыгнуть практически невозможно. Используйте это с осторожностью. Немногие знают, но кровать можно поставить под водой и даже поспать. Это работает не только с водой, но и с лавой. Только второе не пробуйте, иначе будут трагичные последствия. Хотите пранкануть своих друзей? Все, что вам понадобится, это огромное количество лодок и раздатчик. Используйте раздатчик, чтобы застакать их друг на друга. И когда кто-нибудь попробует сесть в них, он неожиданно для себя вызовет краш сервера. Хоть у криперов и нет рук, они все еще могут подниматься по лестницам. Нитки можно ставить на каменные стены, чтобы добавить чуть-чуть деталей в свою постройку. Внимание, моджинг иногда поражает. 11% скелетов держат лук в левой руке, а 89% в правой. Эта статистика точно повторяет реальную жизнь. 11% людей левши, 89% правши. Тыквы можно зачаровать на проклятие несъемности, а также их можно одеть с помощью раздатчик. Вы понимаете, к чему я клоню. Просто поставьте раздатчик с наблюдателем прямо под дверью вашего друга, и он будет вечно ходить с тыквой на голове. Пока не умрет, конечно. Если вы построили грядку в зимнем биоме, то вода замерзнет, поэтому вместо обычной воды используйте листву. Разлейте в нее воду, и она никогда не замерзнет. Если вы хотите повторить эту крутую иллюзию, то просто поставьте огромное количество железных люков, а под ними поставьте скалк-сенсор. Каждый раз, когда какой-то предмет будет падать, люки будут отдавать волну. Те самые страшные звуки в пещере не проигрываются рандомно. В F3 есть строка Mu. Она заполняется тогда, когда игрок стоит в малоосвещенном месте. Если показатель достигнет 100, то проиграется тот самый звук. С одного куста выпадает 7 картошки? Да, это возможно, если вы сломаете куст инструментом, зачарованным на удачу 3. Это работает не только с картошкой, но и со всеми остальными посевами. Удача распространяется даже на листву, повышая шанс дропа яблок. Если вы до сих пор строите свой первый портал таким образом, то вы очень много теряете. Дело в том, что портал может работать и без этих 4 блоков, а обсидиан, который вы сэкономили, можно использовать для крафта зачарования. Это очень эффективно. Эту крутую декорацию довольно-таки легко повторить. На поверхность воды ставим искаженный люк, сверху ставим светящуюся рамку, а в нее кладем блок золота. Ставим коралл, и водяная лилия готова. С разными кораллами это будет выглядеть еще необычно. У Вардена очень сломанный хитбокс. Несмотря на то, что Варден довольно-таки большой по размерам, его хитбокс позволяет проходить через пространство шириной в 1 блок. Хотя очевидно, что он намного шире, чем 1 блок. И многие знают, что медные блоки, которые еще не окислились, будут замедлять окисление других медных блоков в радиусе 4 блоков. И поэтому, если вы строите огромную медную статую, то возьмите это во внимание. Алмазные ботинки хуже кожаных и золотых. В каком-то смысле. Все дело в том, что кожаные позволяют ходить по рыхлому снегу. Золотые позволяют избежать агропиглина. Алмазные дают чуть-чуть больше брони, которую можно заполнить другими частями доспеха. Немногие знают, что помимо обычных пант и коричневых, есть еще целых 5 разновидностей. Всего их 7. Игривая, испуганная, агрессивная, больная, коричневая, ленивая и обычная. Когда вы кидаете яйца, из яиц могут вылупляться курицы. Однако немногие знают, что есть шанс выбить из одного яйца 4 курицы сразу, а именно 1 к 256. Кстати говоря, я поймал этот момент в хардкоре. Что
Вместо кирки на удачу используйте кирку на шелковое касание. Сейчас объясню почему. Когда вы ломаете одну руду киркой на удачу, с нее может выпасть очень много ресурсов. Однако тогда, когда вы ломаете ту же руду шелковым касанием, всегда выпадает только одна руда. Тем самым вы очень сильно экономите место в инвентаре. Кстати говоря, немногие знают, что добытую руду шелковым касанием можно переплавить в печке. Конечно, смысла в этом немного. Однако, если переплавить адскую золотую руду, вы получите целый полный слиток. Тогда, когда судачий 3, вы в среднем будете получать по 5-6, иногда 8. Самородков. Все знают, что корову можно подоить и получить молоко. Однако в Майнкрафте есть еще один моб, которого можно подоить. Высокогорных коз также можно доить, и игрок будет получать абсолютно такое же молоко. Есть способ получать больше сокровищ из рыбалки. Достаточно рыбачить в океане. Если вы будете ловить рыбу и поплавок будет в воде в области 5 на 5 на 4, вы будете вылавливать больше книжек и удочек. А если рыбачить в дождь и если поплавок находится над открытым небом, рыба ловится на 25% быстрее. Блок резного кирпича сломан. Если вы приглядитесь, вы увидите, что центральный квадрат нифига не в центре. Достаточно поставить факел для того, чтобы увидеть, насколько он кривой. Когда вы пишете что-либо на табличке, надпись не прикреплена к табличке, а просто висит в воздухе. Если вам сложно определить, обычный ли перед вами сундук или сундук-ловушка, то просто проведите этот тест. Поставьте redstone рядом с сундуком. Если redstone поворачивается в сторону сундука, то это сундук-ловушка. В то время как с обычными сундуками такого не происходит. А если тебе понравилось видео, подпишись.